все в порядке. Итак, давайте начнем сегодняшний вебинар. Я сегодня разговаривал с ребятами в ресторане и понял, что, наверное, я хочу это рассказать не только для них, и я не хочу, чтобы это оставалось тайной. Я бы сегодня хотел вам рассказать вот о чем. Очень интересная идея такая, и у меня сегодня как озарение такое произошло, что действительно это очень важно знать для людей обыкновенных, которые не могут купить семинары, наверное, не могут что-то сделать. Я считаю, что это может быть для меня, наверное, находкой сегодня об этом сказать. Сегодня присутствует огромное количество людей, уже около 996. Я хочу сегодня дать, наверное, некоторые рекомендации, а также поотвечать на некоторые вопросы. Итак, основная рекомендация, которая заключается вот в чем. Сегодня я сделаю для вас открытие. Я обещаю, торжественно клянусь, торжественно просто клянусь, что прямо с сегодняшнего дня, если вы начнете слышать мою рекомендацию, начнете ее использовать, то я 100% вам обещаю изменения в вашей жизни с учетом того, что вы станете очень быстро богатыми людьми. Классно. А если богатый человек и здоровый, и здоровыми, и ваши близкие начнут вас любить, и ваши дети начнут к вам по-другому относиться, и даже маленькие дети начнут вас обожать. Вы представляете, это лишь одно слово. Это одно слово, которое, или один принцип, который, наверное, может изменить вам полностью судьбу на 100%. Это можно назвать, наверное, сейчас золотым принципом Дуйко. Я могу сказать, что этот принцип, если вы его начнете использовать так, как я вас сегодня научу, на 100% навсегда изменит вашу жизнь и сделает вас абсолютно счастливыми людьми. Этот принцип идет прямо большой, широким, он тайный. Я сегодня понял, что я имею право открыть эту тайну, потому что среди людей, которые давали обет эту тайну не раскрывать, остался из главных только я. Поэтому я считаю, что я имею право это сделать, и сегодня я это понял в ресторане. За это спасибо Андрею Пономаренко, Наталье Пономаренко. Хочу их, кстати, они сейчас здесь находятся в городе Киеве. Хочу их отдельно поздравить с годовщиной свадьбы. Вашему внутреннему ребенку семья Пономаренко уже 1 год. Что делает ребенок в 1 год? Падает. Поэтому, если вы прожили 1 год как семья, то тогда должны друг друга постоянно поддерживать. Правильно. Потому что это как... А что произойдет в 13 лет? Период такой, знаете, взросления. Поэтому нужно к своей семье относиться через принцип, конечно, восприятия, вот что происходит и сколько нашей семье лет. И тогда много ответов, много вопросов отпадает. Так, первые слова «я тебя обожаю, я тебя люблю», они пойдут в 3 года совместной жизни. А сейчас, пока вы друг друга поддерживаете, это начало вашей семейной жизни. Ну что, итак, сказал главное об этом слове, чего нельзя делать, разрекламировал и при этом ничего не сказал, да? И все хотят подсказать, сказать: Андрей Андреевич, а вы же забыли, там вроде начали и тут переключились на Пономаренко. Как всегда, лысый обманул, называется. Ну что, раз это нужно сказать, то хочу вам сказать. Это так банально и так примитивно, то, что я скажу. Это настолько где-то разочаровывает человека, он мне не верит где-то. Но я вас сейчас научу, что вы должны делать, чтобы ваша жизнь стала абсолютно счастливой. Научитесь делать 2 вещи. Первая вещь – не обвиняйте никого. И вторая вещь – никогда не принимайте обвинения в свой адрес. Конец. А как вы делаете? Я сейчас расскажу. Ребенок ваш лежит на кровати, вы к нему подходите и говорите: вот другие дети, они ходят, что-то делают, они умные. Сколько обвинений? Давайте посчитаем. Другие дети, а ты? Они умные, а ты? Видите, сколько раз вы обвиняете, да? Вот сколько будет обвинений, а вот если он их примет, он говорит: да, мама, я же послушный. То есть что произошло? Если вы обвиняете человека, и он принимает обвинение, то он начинает болеть, и его судьба разрушается. Ребята, помните, я говорил, ребята нельзя, господа, помните, я говорил в первом семинаре эзотерической школы Кайлас о том, что не нужно говорить: при чем тут я?
Так вот, при чем тут я помогаю человеку, потому что это возможность не принимать чужие обвинения. Я вам скажу так, ребята, господа, запомните навсегда, если вы перестанете обвинять, то вам нужно дать что-то взамен. То есть сейчас, если я уйду, и вы знаете, что вам обвинять нельзя,